Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня очередная часть видео о моей коллекции раскрасок. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра, частей много, потому что я не только показываю раскраски, но еще и их листаю. Давайте приступим. Из серии арт-краски у меня есть очаровательные котята, покупала за какие-то копейки на складе арт-терапия от точки к точке, поэтому вот она в таком виде. Но стоило, наверное, я не знаю, может рублей 30 плюс-минус. В принципе, я бы предпочла собак, я как бы больше собачница. Но на тот момент были кошки, а когда появились собаки, ну я уже решила, знаете, не брать, потому что, как видите, она у меня, ну вот я обвела, в общем-то, и все. Далее японские мотивы. Это я тоже брала на складе, рублей, наверное, за 50. Скорее всего, я точно не помню. Начнем по традиции с самого конца. Я не знаю, как здесь будет удобнее. Так. Здесь иллюстрации очень даже неплохие, но раскрасок много. Так, значит, цвета у меня камера правильно передает, за исключением сухой пастели. Это если где-то попадется. Вот еще такой узор. Такой. Здесь я еще фломастерами градиенты делала. Ну, если вдруг что-то пропустила, не так страшно. Шедевров тут нет. Вот такая иллюстрация. Ну, вот тут, да, может и протекать. Наверное, это тоже одна из причин, по которой не так сильно тянется рука. Вот. Вот еще вот это раскрашивала. Фон гуашь Эрих Краузе пастельная. Да, на складе за 50 рублей. У меня тут просто стикер. Также на складе за 50 рублей я покупала раскраску на сон грядущий. Я думаю, тоже, наверное, надо листать с самого конца. К тому же в конце у меня вот раскрашенная иллюстрация, рыбки такие. Так, рядом ушастик, если какие-то посторонние шумы. Ну, в основном все знают. Просто для тех, кто впервые на моем канале. Подписчики, по счастью, растут. Это очень радует, несмотря ни на что. А вот это у меня раскрашено. Здесь как раз на фоне сухая пастель, ну и карандаши какие-то. Это карандаши из набора Ашан 50 цветов. Они просто потрясающие, мои любимые. Такие единорожки. Вот еще грибы. Как раз таки, о чем я говорила. Фон хоть и нежный, пастельный, но поярче, чем здесь. Мандала раскрашена, куда ж без нее. Мандалы я люблю. И вот еще одна. И такая. Это раскрашена перламутровой акварелью луч. Это тоже акварель луч. Вот здесь карандаши, а тут перламутр. Это, знаете, сделано как вот в советское время были популярны вот эти картины с Нефертити и так далее. Ну вот мне как-то вот это напомнило. Решила сделать. Захотелось.
Люблю такие штучки. У меня тоже есть эта картина, но она не висит, конечно. Вот на какой-то челлендж было, по-моему, раскрашено. Сухая пастель, перламутровая акварель, гелевые ручки. Ну, я даже думаю, нет особого смысла все это повторять. Тут карандаши и гелевые ручки, и все это натерто салфеткой. Он, кстати, тема космоса очередная. Недавно как раз снимала же совместник с Оксаной «Путешествие к звездам» наш ежегодный. Забыла про эту раскраску, но у меня по факту не было времени, чтобы много чего-то снимать. Есть вот такие великолепные узоры. Это, по-моему, я брала на Лабиринте за какие-то копейки. Ну, рублей за 60. Ну, по факту для такого количества это раскрасок недорого совершенно, но раскраска разваливается. Так, сейчас, минуточку. Я просто смотрю, ничего не пропустила. Ладно, давайте полистаем. Тут что-то раскрашено, но абсолютно точно немного. Пара-тройка иллюстраций. И как бы мне это не пропустить. Но, если что, я камеру на паузу поставлю и поищу. Так, цветы раскрашены. Может быть, даже здесь бы и фон не помешал. Ну, будет настроение, могу сделать фон. Вот такое дерево. Здесь на самом деле его не было. Здесь были просто вот эти круглые штучки. Я взяла такой, даже не трафарет, а фикс прайс продавалось пластиковое такое вот деревце для того, чтобы вешать украшения. Оно двойное. И вот я одну часть взяла. Вот эта вот часть, это как раз куда вторая часть вставляется. Ну вот. И обвела, и получилось как бы дерево, потому что мне не хотелось просто так как-то закрашивать. Немножечко скреативила. Так, я пролистала, ничего не пропустила. Дальше книга-раскраска. Великолепная книга-раскраска. «Раскрась свой творческий потенциал». Здесь у меня, мы вместе с Оксаной красим. Это раскраска со склада, тоже рублей за 50. Ну, вроде как она со склада, да, насколько я помню. Здесь, на удивление, несмотря на то, что тонкая бумага, фломастеры, в принципе, не протекают. Тут вообще я еще гелевые ручки. И я даже здесь брашпенами мазали, которые вообще протекают. А здесь они себя в целом нормально вели. Поэтому раскрашивала. Вот тоже. Это вообще удивительно, потому что на ощупь бумага прям такая тоненькая. Вот еще. Ну, здесь фломастеры. И, в принципе, с этой стороны все прилично. Так. Такая иллюстрация. Здесь еще и металлики. Ну, по-простому, отдыхалочки. Вот это мы с Оксаной раскрашивали. На фоне сухая пастель, как водится, она в жизни чуть-чуть ярче. По-моему, сухая пастель. А здесь брашпен и мазали. А здесь акварельные, видимо, какие-то карандаши. Тут я даже градиент пыталась сделать. Ну вот еще. Вот здесь я делала фон. Ой, вот здесь вот, кстати, практически так же нормально передает, только желтое немножко по-другому передает. Вот. Здесь вот, ну, поярче оно. Сухой пастелью делала фон. И тоже, видите, все нормально с обратной стороны. Розочки раскрашивала. Еще с Лабиринта у меня вот такая креативная книга «Раскраска», прекрасные сады. Конечно, красивое оформление, но тоже вся разваливается. Тогда мы все рублей по 60 их покупали.
Вот. Многие тогда закупились. Ну, давайте полистаем, посмотрим, что у меня тут раскрашено. Цветы я люблю красить. Здесь даже детальная прорисовка, но что-то у меня все же с этой раскраской не заладилось. Вот я ее только получила, и она стала листать, открыла, и все, и она посыпалась. То есть, вот видите, еще вроде не раскрашена, а уже приходится заклеивать. Хорошо, хоть здесь есть рамочки. Так, сейчас как-нибудь вот так. Даже листать из-за этого неудобно, потому что выпирают какие-то листы. Обидно. А вот здесь я сделала, ну, не за один раз, конечно же, но вот разворот. В принципе, мне нравится. Фон сухая пастель. Здесь начала и почему-то не стала раскрашивать. Хотя к тому моменту я, в общем-то, уже ничего не забрасывала. Со склада за 50 рублей «Мир, любовь, рок-н-ролл». Яркая, красивая раскраска. Тут начала, не стала красить. И опять же, на тот момент я вроде ничего не бросала. Ну, видимо, я просто что-то пробовала. Наверное, как раз брашпены мазали, когда я снимала обзор на них. Может быть, еще что-то. Не знаю. Ну, тут у меня есть, естественно, раскрашенные иллюстрации. Их, правда, немного, хотя вообще тематика мне близка. Я люблю все такое. Рок-н-ролл, потом что-нибудь хиппи, вот все такое. Здесь у меня акрил перламутровый, металлик. Тут, видите, еще космическая тема. Это прям вообще вот все в одной иллюстрации соединилось, что я люблю. У меня было одно время, я одевалась как хиппи. Вот это мне очень нравится. Иллюстрация такая космическая. Так, у меня вроде что-то еще раскрашено здесь. А может быть и нет. А, вот. Вот здесь вот. Я какие-то карандаши, может быть, из Фикс Прайса тестировала или еще что-то. Я помню, что такое было. Не помню. Вот. А далее покажу вам тоже раскраска со склада «Белоснежка» братьев Гримм, Фабиана Атаназио, иллюстратор. Ну, долгое время вообще думала, покупать, не покупать. На складе их было много, тоже, наверное, рублей за 50. Ну, хотя точно не помню. Потом купила, она у меня долго лежала. Потом мы по ней какое-то время красили. В принципе, меня все устраивает. Здесь вот перламутровая, по-моему, акварель. Еще что-то. В целом меня устраивает. Вот. Но все меньше и меньше здесь хочется красить. Ну, не знаю, какие-то, знаете, иллюстрации, которые более-менее мне нравились, я их пораскрашивала. А сейчас уже как-то не хочется, потому что по всем этим сказкам есть и более хорошие иллюстрации. Даже вот в обычных магазинах детские раскраски. Иной раз мне там больше нравятся иллюстрации, но тем не менее раскрашивала. Тут вот получились седые волосы, мне подсказали, чтобы этого не было, надо синенькое добавлять что-то. Вот, ну уже потом я стала, да. Ну, Монделуза здесь у меня, вот видите, гелевые ручки по контуру. Ну, обычный стандартный мой наборчик. Вот это мне нравится. Такая колдунья.
Не, в принципе-то здесь все очень даже неплохо. Тут вот у меня еще седая получилась, а здесь я уже синего подобавляла. Но это, по-моему, первый раз, поэтому тоже не совсем удачно. Вот так вот у меня здесь нежный такой фон. Может быть, когда-нибудь я и вернусь к этой раскраске. Вот еще здесь красила. Тут у меня даже гуашь присутствует, помимо акварели. Но за полную стоимость я бы ее не купила, если честно. Следующая раскраска — это креативные техники раскрашивания. Тоже она со склада. Ну и я думаю, что рублей за 50 я ее взяла. Здесь есть примеры. Написано, как раскрашивать. Ну, и карандашами, и фломастерами, и мелками. Показаны всякие варианты возможные. То есть есть чему поучиться. И вот, пожалуйста, можно тренироваться. Ну, я как-то особо здесь не тренировалась. Сами по себе иллюстрации мне нравятся. У меня была возможность, в общем-то, ее продать, эту раскраску. Ну, за те же деньги, понятное дело, я на этом же не зарабатывала, когда там кому-то что-то покупала. Вот. Но я решила оставить ее себе. В принципе, понимаю, что, наверное, я это сделала напрасно. Потому что сначала меня приколола тема даже попробовать какие-то техники. Но, в принципе, если раскрашивать, то скорее я буду просто вот раскрашивать. Но, опять же, много всего. И не доходят руки. Здесь что-то, да, я такое вот эти точки попробовала. Но раскрашено мало. Поэтому напрасная. Кому-то она могла действительно больше радости доставить. Но я не с жадности, я как бы именно, если что-то оставляла у себя, если было что-то в одном экземпляре, то только если вот была уверена, что буду раскрашивать. И, в общем-то, совсем так и получалось. А здесь что-то пошло не так. Поэтому вот всего несколько иллюстраций здесь сделано. Ну ладно, может быть, что-то поменяется. Далее из серии арт-терапия у меня есть волшебный Морфей. Мне очень нравится эта раскраска, поэтому я не спешу ее заканчивать, потому что она потрясающая, добрая, милая. Вот. И, короче, мне она нравится. Мне будет очень печально, если... Ну, понимаете, у нас очень мало, к сожалению, выпускают хороших раскрасок. У нас уже дошли до пьющих животных. Потом, ну, я снимаю 16 апреля, выйдет видео позже. Я думаю, вы уже знаете, какая следующая раскраска вышла про животных. Сплошной кошмар. Просто срамота, я уже не знаю, что будет следующее. Я, конечно, человек с чувством юмора, не ханжа, но мне кажется, что, знаете, если бы у нас все выходило, как и в других странах, в большом количестве разной тематики, и уже бы дошли до вот этого, я бы поняла. Но у нас столько всего не вышло, что вышло в других странах, я не понимаю, просто не понимаю. Вот, и хочется вот такие вот иллюстрации, раскраски, чтобы они подольше были, потому что это действительно отдых, удовольствие. Хотя я понимаю, что здесь достаточно прилично раскрашено, и еще больше осталось, вот видите, здесь все переливается. Раскрашивала в разное время. Соответственно, раскрашивала по-разному. Сейчас, наверное, совсем по-другому буду красить. Вот еще есть. Ну, как-то жалко.
Уж очень хорошая она раскраска. Знаю, вот Оксана ее долго искала, потом все-таки нашла. И очень я рада. Мы с Оксаной вместе красим. Если что, ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Такая иллюстрация. Здесь даже, по-моему, акварель в кюветках использована, плюс перламутровая акварель луч, карандаши, такое, знаете, глянцевое с матовым. Все, как я люблю. Тут вот мне понравилось, как получилась одежда с переходами, с такими. Это тоже была акварель. А это одно из первых. Я училась еще только что-то с акварелью делать. Такие были первые шаги. Тут уже потом чуть-чуть поуверенней стала ощущать. Вот немножко добавляла как блесток, так и перламутровой акварели. Но блестки это, по-моему, тоже из набора луч, там где золотые и серебряные блесточки. Здесь такая нежнятинка, по-моему, тут полихромосы, вот гелевые блестки голографические, перламутровая акварель. Вот еще. Я уже дня 3 снимаю, 3 или 4 дня, по 10-15 видео впрок. У меня уже голос уставший. Я, наверное, после буду молчать несколько дней. Вот просто молчать. Вот эта иллюстрация изначально мне не понравилась, а потом я поняла, что вообще-то она хорошо получилась. Здесь я использовала Vista Artista, серый цвет, вот там очень классный. Вот еще такое. В принципе, тоже нормально. Не вау, конечно, но и неплохо. Вот замечательная раскраска. Вот такое вот надо. Такое надо выпускать. Ну что ж, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Заходите в Инстаграм 3 рыжие 3 Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, интересных, добрых раскрасок, хорошей канцелярии, чтобы она вас не подводила. До скорой встречи. Пока-пока.